конечно же, мы не могли не пригласить вас и не спросить вам о самом главном, что сейчас волнует общество. Что я подразумеваю, что можно как бы сделать темой нашего разговора. С одной стороны, вы уже сразу ответили, когда вы сказали, что нашу встречу можно назвать «Модернизация страны невозможно без модернизации менталитета». Это, с одной стороны, ответ. Но, с другой стороны, в обществе сформировался такой очень отчетливый запрос, и он адресован именно мастерам культуры. Запрос на то, что скажите нам, пожалуйста, а какие сегодня нравственные ценности у нас есть? Вот наше общество – это отдельные группы, распределившиеся как бы по квартирам, и каждая группа выдвигает свои ценности. Или есть нечто общее, что можно даже задекларировать в законе. И причины тому дискуссии, поводы для которых взволновали все слои населения, всех от мала до велика. Началось это, на мой взгляд, с Кущевки. Это было такое знаковое событие. И последнее, где и общество разделилось во мнениях, и не стихают никакие дискуссии ни в прессе, ни в блогах. Это, конечно, событие с девушками из Pussy Riot и их панк-молебном. Вот здесь и проявился отчетливый запрос. Ну, хотя бы вы, мастера культуры, ну пусть в курсе человеколюбия, но вот вы нам скажите, что главное, как жить России? Во-первых, я должен сказать, что вопрос ко мне адресованный, скорее все-таки я бы хотел его интерпретировать как вопрос просто думающему человеку и жителю этой страны. Просто думающему человеку. Ну, в определенном смысле кино или там те продукты, которые я произвожу как художник, они не отвечают на вопросы насущные. И, вернее, они, может быть, и отвечают, но я не верю в то, что красота спасет мир, я об этом давно говорил. А, собственно, я пытаюсь, когда делаю картину, говорить о красоте человека, да, потому что, в общем-то, мои картины, которые я снимаю в России, они все были посвящены очень актуальным вещам, но результат не превзошел ожиданий. То, о чем я пишу в последнее время, оно художественными средствами нельзя проанализировать, а тем более сделать выводы. Все-таки искусство, оно заставляет человека думать о прекрасном, да, и делает его на 5 минут лучше, как я говорю. А реальность, она вышел из кинотеатра, сел в троллейбус, и вот реальность уже совсем другая. Поэтому забудем о мастерах культуры, просто будем говорить о думающих людях. Есть какие-то актуальные вещи, такие там, как Кущевка или, значит, вот эти Pussy Riot, девочки в соборе. Но это разные события, просто они в определенном смысле отражают, как любое событие в стране, некую константу, некую, вот как возьмете там, если вы возьмете кровь человека, то по этой крови человека можно определить его расу, можно определить, если он болен или здоров, или как из океана взять каплю, можно определить, что это там Индийский океан или Атлантический. То же самое, любое событие, оно отражает определенную константу в нашем государстве, которая, в общем-то, определяется тем, что можно назвать национальными особенностями. Так, во всяком случае, называли это в коммунистической среде, там, национальные особенности Узбекистана, национальные особенности России. А на самом деле, грубо говоря, это то, что называется менталитет, такое противное слово, или, в общем-то, культура нации. Я очень много об этом думаю и очень много об этом пытаюсь объяснить, и меня очень часто не понимают. Потому что культура такое слово, которое имеет массу значений. Ну, в частности, вот Пушкин – это культура, да, там. Но одновременно с этим грязный туалет – тоже культура. Так вот, что же определяет культуру, Пушкин или грязный туалет? И тут получается
огромная дихотомия, разрыв между тем, что называется культурой, как я ее понимаю, вслед за другими культурологами, антропологами. Культурой называется тот комплекс ценностей базовых, который определяет поведение человека каждый день. Вот этот комплекс базовых ценностей, то есть что человек, во что человек верит, что он думает можно, что нельзя, как он видит себя в обществе, в отношении с другими, и, собственно, его ежедневная жизнь, она руководствуется именно этими базовыми ценностями. Эти базовые ценности в разных культурах разные. Ну вот в частности, вот возьмем там базовую ценность китайского китайца. У него базовая ценность, помимо других, ответственность за семью. Китайская семья работает для того, чтобы поддержать стариков и воспитать детей. Это абсолютно непреложно. И вы видите, как дети занимаются бесконечно много китайцев во всех университетах мира, и насколько связь в семье сильна. Ну, в Китае, я так посчитал, по-моему, в 1000 раз получается меньше беспризорников, чем в России. Хотя народу в 10 раз больше. Это что-то значит. Сегодня прочитал, что в Ростовской области с начала года 7 детей убито родителями. С начала года 7 случаев убийства родителями детей. Это что-то значит. Почему я об этом говорю? Потому что мне кажется, что мы не обращаем внимания. Нам же статистика, в принципе, нас не очень волнует. Но когда вздумаешься в статистику, то понимаешь, что у нас колоссально начинается кризис. Причем, в принципе, он начинается у русских людей. У русских людей. Потому что если возьмете там, предположим, татарские деревни, то там все успевающие, процветающие деревни работают, мужики работают, не пьют и детей рожают. Предположим. Значит, какая-то есть связь между, очевидно, культурой, религией и поведением. Почему меня это волнует? Вы знаете, в течение последних 3 веков, даже, ну, уже больше, 350 лет, а вообще-то, если говорить на то, нет, во всяком случае, вот 300 лет, власть московского государства, я повторяю, московского государства, не великое там литовское государство, а московское государство пыталось, вот 300 лет, пыталось модернизировать Россию разными способами. Началось это с Петра Великого, даже чуть-чуть раньше. После этого были попытки у Петра Третьего, которые сейчас на современной истории извращен абсолютно, из него сделали какого-то дурачка сумасшедшего. После этого, конечно, были реформы Александра II, да? После этого был Столыпин, после этого большевики, после этого Хрущев, там, а после этого и кончились Медведевым. Вот сегодня тоже он же все время на России вперед, модернизация, и мы не видим результатов. Почему? Вот мы не видим результатов, на мой взгляд, потому что мы не понимаем главную причину такого разительного отставания России. Я уже не говорю про Европу, но будем брать Индию или Китай. Почему? В чем причина? И мне кажется, что до сих пор у российской власти не было достаточно интеллектуального потенциала, прямо говорю, для того, чтобы послушать умных людей, которых в России не так мало, настоящих больших ученых и в России, и на Западе, культурологов, антропологов, социологов, тех людей, которые занимаются проблемами
взаимодействия между культурой и экономическим процветанием. Я когда говорю культура, я имею в виду не Пушкина, а я имею в виду правильно сделанную работу и заплаченные налоги. В этом смысле это, на мой взгляд, происходит в связи с тем, что мы до сих пор не знаем, какие мы. Хотя об этом говорилось многими. Ну, главное, мне кажется, что говорилось многими людьми, включая там Чаадаева, Герцена, Соловьева. И сегодня есть замечательные ученые, там, Любимов, Пивоваров, настоящие социологи, которые говорят о причинах отставания России в культурном плане, в этом культурном плане. Почему реформы не получаются? Ничего фатального в том, что происходит, нет. Происходит определенная эрозия цивилизации российской, которая нормальна, потому что любая цивилизация приходит к своему концу, и на обломках этой цивилизации возникает новая. Если вспомнить, там, предположим, греко-римская цивилизация развалилась, но катастрофы не было, потому что она незаметна. Вообще катастрофа происходит, когда война, атомные бомбы там, и так далее. А вообще распад цивилизации люди никогда не замечают, потому что они находятся внутри этого распада. Поэтому в свое время развалилась греко-римская цивилизация, и возникла оттуда, на этой основе, новая цивилизация, там, христианская, европейская и так далее. Мне кажется, что у русской культуры, и это я могу объяснить почему, у русского сознания очень низко вообще развито сегодня, вот как хорошо сказал Якунин, профессор, что в России катастрофически низкий уровень культуры мышления и практически отсутствует культура дискуссий. Что это значит? Это значит, как в свое время Лесков определил культуру дискуссий с левым крылом либерально настроенной интеллигенции России: кто не с нами, тот подлец. Что это значит? Это значит, либо ты принимаешь нашу точку зрения, либо я умру, но я не дам тебе даже высказать ее. И отсутствие культуры дискуссий, которая, собственно, всегда спора, которая, собственно, всегда и является поиском истины. Истину нельзя найти без дискуссий. Возникла с приходом православия в России, как ни странно.